Как выбрать бензопилу? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. При покупке бензопилы у многих возникают трудности, связанные с неумением разобраться в технических характеристиках, функционале, особенностях эксплуатации. В результате вместо недорогого бытового инструмента человек покупает мощный профессиональный агрегат, возможности которого не будут задействованы и наполовину. Бывают и обратные ситуации, когда приобретенный инструмент из-за недостаточной мощности и ограниченного функционала не способен справиться с поставленными задачами. В данном видео я постараюсь предостеречь вас от подобных ошибок и расскажу, какую бензопилу выбрать с учетом специфики предстоящих нагрузок, а также имеющегося бюджета. Принцип работы бензопилы. Все предлагаемые на рынке модели работают по стандартному алгоритму. С помощью встроенного стартера запускается двигатель, поршни вращают коленвал, который передает крутящий момент на приводную звездочку. Далее вращение передается на цепь, установленную на специальной шине. Цепь за счет острых зубьев врезается в древесину, распиливая ее на отдельные части. Бензопилы предлагаются во множестве вариантов исполнения. Рассмотрим, на что обратить внимание при выборе инструмента. Какая бензопила лучше? Модели различаются по назначению, техническим характеристикам, интенсивности эксплуатации. Есть три разновидности. Любительские бытовые бензопилы. Они сравнительно легкие и компактные, отличаются минимальным уровнем вибраций и удобством в применении. Мощность обычно находится в пределах 1,5 кВт. И это оптимальный вариант, если вы выбираете недорогую и хорошую бытовую бензопилу для дома. Подходит для небольшого строительства, обрезки или спиливания деревьев в саду, заготовки дров, иных подобных работ. Моторесурс таких моделей рассчитан на нерегулярное и непродолжительное применение и составляет в среднем до 20-30 часов в месяц. Полупрофессиональные бензопилы. Такие бензопилы называют также фермерскими. Их мощность может достигать 3 кВт. Они крупнее по сравнению с бытовыми моделями и обладают более высокой производительностью. Полупрофессиональные бензопилы востребованы сельскохозяйственными и фермерскими предприятиями. Ими пользуются коммунальные службы для спиливания и обрезания деревьев в городских парках. Они могут применяться в строительстве и на лесозаготовках при условии эксплуатации в щадящем режиме. Профессиональные бензопилы. Такие агрегаты адаптированы к максимально интенсивной эксплуатации и экстремальным нагрузкам. Их мощность достигает 6 кВт. Они могут работать практически беспрерывно на протяжении всей 8-часовой рабочей смены. Профессиональные бензопилы используются лесозаготовительными комплексами, деревообрабатывающими предприятиями. Они незаменимы при валке леса в промышленных масштабах. Что касается частных подворий, то покупать такую модель целесообразно лишь при ведении крупного строительства из толстых бревен, например, коттеджа. Перед тем, как выбрать бензопилу, важно определиться с требованиями к функционалу, производительности, оценить интенсивность предстоящей загрузки и специфику работ. Также необходимо обратить внимание на основные технические характеристики. Параметры выбора бензопилы. Правильный выбор позволит получить инструмент с оптимальным соотношением производительности, стоимости и функционала. Такая бензопила будет оптимальна для конкретных условий эксплуатации и доступна по цене. При покупке проверяйте следующие характеристики. Габариты и вес. Это особенно актуально, если инструмент будет использоваться в сложных условиях, например, для обрезания деревьев на большой высоте. Самыми легкими являются модели бытового, любительского назначения. Мощность. Данный параметр влияет на производительность, от которой зависит глубина распиловки, быстрота процесса, а также возможность справляться с толстыми бревнами и твердыми породами древесины. Объем двигателя. От этого параметра напрямую зависит мощность бензопилы. У любительских моделей он обычно находится в пределах 45 кубических сантиметров, что позволяет развивать мощность до 1,5–1,7 кВт. Также объем двигателя влияет на продолжительность непрерывной эксплуатации инструмента. Модели, у которых данный параметр составляет 60 кубических сантиметров и более, способны работать в течение нескольких часов без перерыва. Материал изготовления картера – это одна из основных корпусных частей двигателя. Пластиковая деталь легче, дешевле, но уступает металлическому аналогу по долговечности. Такие компоненты используются преимущественно в бытовых бензопилах. У профессиональных моделей обычно установлен металлический картер. Он дороже, но прочнее и долговечнее.
Длина шины – продолговатые детали, на которую надевается цепь. Этот параметр должен соответствовать мощности. И если при длинной шине на бензопиле используется маломощный двигатель, он будет не только быстрее изнашиваться, но и потреблять больше топлива. Обычно в стандартной комплектации производитель устанавливает шину оптимального размера, а в сервисных инструкциях указывает ее предельно-максимальную длину. При этом в меньшую сторону ограничений нет. Также от размеров шины зависит удобство эксплуатации бензопилы в ограниченном пространстве. В любительских и полупрофессиональных моделях она обычно не превышает 40 см. В профессиональных бензопилах длина шины может достигать 80 см. Проверяйте объем топливного бака и емкости для масла. Чем он больше, тем продолжительнее время работы без дозаправки, но при этом увеличивается вес бензопилы. В любительских моделях объем топливного бака обычно варьируется от 0,2 до 0,4 литра. Этого достаточно для 40-50 минут работы. Дополнительные функции бензопилы. Дополнительные функции обычно направлены на повышение удобства и безопасности эксплуатации. Так, если предполагаются продолжительные сеансы работы в интенсивных режимах, желательно наличие антивибрационной защиты, например, в виде резиновых демпфирующих прокладок, включенных в состав конструкции. Функция автоматической остановки цепи защитит от травмирования при резком отбрасывании пилы назад, обратном ударе, а легкий старт упрощает и ускоряет пуск двигателя. Обращайте внимание на эргономику. Инструмент должен иметь удобную рукоятку, обеспечивать быстрый доступ к органам управления. Уточняйте уровень шума, особенно если предстоит работать в дачном кооперативе с небольшими участками. Проверяйте комплектацию. Есть модели, поставляемые с моторным маслом, инструментом для ухода и обслуживания, а также с запасной цепью. В последнем случае вам не придется думать о том, как выбрать цепь для бензопилы, если она выйдет из строя. Как ухаживать за бензопилой? Порядок ухода и технического обслуживания зависит от марки и модели инструмента. Обычно эта информация содержится в сервисных заводских инструкциях. Но есть несколько универсальных правил, которые помогут избежать преждевременных поломок и продлить срок службы изделия. Для приготовления топливной смеси пользуйтесь бензином и маслом, которые рекомендованы производителем, и строго соблюдайте пропорции. Помните, что срок хранения смеси ограничен, обычно не более 2-3 недель, после чего она становится непригодной. После работы очищайте инструмент от опилок, уделяя особое внимание зоне крепления шины. Это предотвратит скопление влаги, грязи и прочих веществ, вызывающих коррозию. Следите за наличием цепного масла в специальном бачке. Регулярно смазывайте концевую звездочку на шине. Это удобно делать с помощью пресс-масленки. Процедура особенно актуальна при частой работе носком шины. В этом случае концевой подшипник испытывает повышенные нагрузки. Контролируйте состояние цепи, она всегда должна быть острой. В противном случае снижается производительность и значительно возрастает нагрузка на двигатель. Основные критерии выбора бензопилы. Выбор бензопилы зависит от цели ее использования, рабочих условий и бюджета. Вот 5 ключевых критериев, на которые следует обратить внимание при покупке бензопилы. Назначение и мощность. Домашнее использование. Если пила нужна для редких работ по уходу за садом или заготовке дров, выберите модель меньшей мощности до 2 кВт. Профессиональное использование. Для регулярной рубки деревьев, заготовки древесины или других тяжелых работ выберите более мощную модель от 2 до 5 кВт и выше. Длина шины и цепи. Для бытовых задач и небольших деревьев шина длиной 30-40 см будет достаточно. Если вы планируете рубить крупные деревья или заниматься профессиональной рубкой, рассмотрите пилы с шиной длиной 50 см и более. Система безопасности. Тормоз цепи автоматически останавливает цепь при резком движении или отдаче. Защитное кожуховое устройство защищает пользователя от опилок, стружек и случайного касания цепи. Антивибрационная система снижает уровень вибраций, уменьшая нагрузку на руки и усталость оператора. Удобство обслуживания и использования. Легкость запуска. Некоторые модели оснащены системами легкого старта, что облегчает запуск двигателя. Регулировка натяжения цепи. Некоторые современные пилы предлагают инструментальную или даже безинструментальную систему регулировки. Доступность к фильтрам и свечам зажигания. Упрощает обслуживание и замену компонентов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик.
Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.